Есть слова, которыми мы как будто разбрасываемся, правда? Используем постоянно, но вот если спросить, что они значат на самом деле, и сегодня мы разберемся с одним из самых таких заряженных слов — пропаганда. Пропаганда. Мы же слышим это слово отовсюду, верно? Чаще всего в качестве такого, знаете, обвинения. Но что за ним стоит? Что это вообще такое? И вот тут-то все оказывается куда сложнее. Ну, в быту как? Пропаганда — это когда кто-то врет, чтобы нами манипулировать. Просто и понятно. Но если посмотреть с аналитической точки зрения, тут картина совсем другая. Это целая система, гораздо более сложный и, я бы сказал, всепроникающий феномен. Так, чтобы понять, что такое пропаганда сегодня, нам придется, как ни странно, заглянуть в прошлое. Откуда вообще взялось это слово? Давайте разбираться. Представьте себе, изначально в этом слове не было ничего плохого. Совсем оно происходит от латинского «распространять». И католическая церковь использовала его для распространения веры, абсолютно нейтрально. И даже в XVIII веке, в эпоху Просвещения, негатива не было. Но потом случилась Первая мировая война. И вот это стало поворотным моментом. Именно тогда гигантские государственные машины пропаганды навсегда связали это слово с манипуляцией, цензурой и откровенным обманом. И вот когда пропаганда стала такой мощной силой, появились люди, которые посмотрели на нее совершенно под другим углом. А что если это не какая-то угроза демократии? Что если это необходимый инструмент для управления ею? Звучит шокирующе, правда? Сознательное и разумное манипулирование является важным элементом демократического общества. Эти слова принадлежат Эдварду Бернейсу. Он, по сути, один из отцов-основателей пиар, и он был уверен, в сложном современном обществе управлять мнением масс не просто можно, а необходимо. И для этого у него был свой метод. Он называл его инженерией согласия. Понимаете, какая идея? Не заставлять силой, а с помощью психологии, правильных символов, через медиа и авторитетов создать такие условия, чтобы люди сами захотели принять нужные идеи, даже не поняв, что их к этому подвели. А вот был и другой взгляд, куда более пессимистичный. Журналист Уолтер Липман говорил: «Смотрите, реальный мир невероятно сложен. Мы просто не в состоянии его охватить целиком. Поэтому каждый из нас живет в такой псевдосреде. Это упрощенная картинка реальности, которую для нас строит медиа. И мы реагируем не на реальность, а вот на эту картинку». И вот здесь видна ключевая разница. Бернейс — это такой, знаете, оптимистичный практик. Он говорит: «Я знаю, как это делать, вот инструменты». А Липман — теоретик-пессимист. Он говорит: «Ребята, мы все в ловушке, это неизбежно, потому что наше понимание мира изначально ограничено». Так, Бернейс и Липман говорили о том, как нам внушают идеи. Но есть и более радикальный взгляд. А что если пропаганда — это не то, что нам говорят, а сама атмосфера, в которой мы живем, воздух, которым мы дышим? Именно эту мысль и высказал французский социолог Жак Ильюль. Он сказал, по сути, хватит смотреть на отдельные плакаты и лозунги. Пропаганда — это среда, вся наша социальная экосистема. Ильюль ввел понятие «социологическая пропаганда». И это, пожалуй, самый мощный ее вид. Это не когда кто-то пытается нас в чем-то убедить напрямую. Нет, это когда весь наш образ жизни, наши ценности, наши технологии — все это незаметно, исподволь, продвигает определенную картину мира. То, что мы считаем нормальным и естественным, вот это и есть самая эффективная пропаганда. Развивая эту идею, Ноам Хомский и Эдвард Херман пошли дальше. Они создали конкретную модель, которая показывает, как вот эта среда функционирует. Причем даже в демократических странах, где, казалось бы, есть свобода слова и пресса. Их модель называется пропагандистской, и в ней 5 так называемых фильтров. Попробую объяснить просто. Первый — медиа — это крупный бизнес со своими интересами. Второй — они зависят от рекламодателей, это их настоящие клиенты. Третий — они в основном берут информацию у официальных источников, у правительства, у корпораций. Четвертый — они боятся ответного огня, то есть жесткой критики от влиятельных групп, если вдруг скажут что-то не то. И пятый фильтр — все это работает внутри некой общей идеологии, которая определяет, что правильно, а что нет, и кто наши враги. И вот, пройдя через все эти фильтры, информация, которая доходит до нас, хочешь не хочешь, а поддерживает существующий порядок вещей. Итак, мы проделали путь от простого слова до сложных системных моделей. Хорошо, а что с этим всем делать? Как можно взять эти знания и превратить их в какой-то практический инструмент для анализа того, что происходит вокруг?
становится очевидно, что одна какая-то наука не даст нам полной картины. Но, например, психология отлично объясняет, почему отдельный человек во что-то верит, но она не объяснит, почему именно эта вера вдруг становится массовой. А вот социология как раз объясняет, почему в обществе доминируют те или иные идеи, но при этом упускает, как именно конкретное сообщение нас цепляет. В общем, нужен комплексный подход. И чтобы увидеть всю картину целиком, нам нужна система. Система, которая работает сразу на 3 уровнях. Давайте посмотрим на эту трехуровневую систему. Первый уровень структурный. Это фундамент. Здесь мы смотрим на институты, на деньги, на то, как устроена вся информационная среда. Главный вопрос — что вообще делает эту пропаганду возможной? Второй уровень дискурсивный. Это само содержание. Какие слова используются? Какие истории рассказываются? Какие символы? Здесь вопрос, как именно конструируется смысл. И третий уровень когнитивный. Это уже про нас, про аудиторию. Как это все влияет на наши эмоции, на наши чувства идентичности? Вопрос, почему это работает? Почему это находит отклик в людях? И вот такой подход, он кардинально меняет оптику. Из пассивных потребителей информации мы превращаемся в аналитиков. И главный вопрос, который остается после всего этого, теперь, когда есть такой инструментарий, что можно увидеть по-другому в информационном потоке, который нас окружает каждый день?